Всем привет! С вами канал Python Hub Studio. И если у вас не получается запустить файл Python или возникает ошибка, к примеру, Python не является внутренней или внешней командой, pip не является внутренней или внешней командой, или ошибки вот такого вида, к примеру, какие-то страшные красные записи, это видео для вас. И начнем предысторию. Все ошибки, которые могут возникнуть, так или иначе связаны с местом, куда установлен Python, или с переменной среды patch. Давайте запустим установщик и посмотрим, какие действия нам предлагаются во время установки. Во-первых, как мы видим, два варианта установки. Это установка автоматическая. Обратите внимание, когда устанавливается Python. В папку диск C папка пользователей, AppData, Local, Programs, и только туда устанавливается Python. При таком автоматическом режиме установки, даже если вы поставили эту галочку, ее обязательно необходимо ставить при установке на Windows. При таком режиме установки, скорее всего, возможно, что будут ошибки, связанные с кириллицей в имени пути к Python. Но это не факт. Или второй вариант, более предпочтительный, вы устанавливаете ваш Python при помощи ручной установки. Здесь обязательно должна стоять галочка pip. И нажимая Next, вы здесь выбираете путь установки. К примеру, устанавливая для всех пользователей, вы устанавливаете его в Program Files Python. В таком случае, к примеру, обращаясь к пакетному менеджеру, это касается только его при установке модулей, необходимо запускать командную строку. Так, давайте ее запустим, найдем командную строку от имени администратора, потому что Program Files является системной папкой, и внести туда изменения, то есть установив дополнительные файлы, можно только с повышенным режимом доступа, то есть от имени администратора, если у вас Python установлен в Program Files. То есть вы, к примеру, запускаете pip от имени администратора install и вводите команду там install pinstaller. Но все же, если Python не является внутренней или внешней командой, и pip не является внутренней или внешней командой. Так, закрываем это и переходим. Откроем панель управления. Нажимаем сюда, если по-другому как-то выглядит, и должно выглядеть как крупные значки. Здесь находим система, дополнительные параметры системы. И здесь переменные среды. Неважно, какая у вас Windows, 7, 8 или 10. И здесь мы видим два окна. Переменные среды конкретного пользователя и системные переменные. Если вы устанавливали Python в автоматическом режиме, то есть для какого-то конкретного пользователя, то переменная patch с путями к интерпретатору и папке script будет у вас находиться в системных переменных пользователя. Если вы устанавливали в Program Files или в корень, установили в корень диска C, то есть это вот сюда. В диск C вы здесь создали папку Python и сюда ее установили. Итак, и переменная patch может быть и здесь, вот она. Здесь обязательно должны быть указаны пути. Открываем, смотрим. А конкретно два пути расположения. Путь к запуску exe файла Python, то есть непосредственно самого интерпретатора. Она здесь вторая, смотрите, вот она. Так, C Program Files Python 38.32. И к папке Scripts. Вот она. Что это значит? Заходим и смотрим. Локальный диск C. Так, к примеру, у меня Python в Program Files. Заходим, смотрим. Вот мы сейчас находимся по вот этому второму пути C Program Files Python 38.32. И вот он файл Python exe. То есть уже запускаем командную строку и смотрим. Такого файла, как Python 3, здесь нет. То есть, к примеру, записывать тогда. Так, записывать Python 3 смысла нет, так как такого файла нет. Вы можете запустить его, просто введя имя Python. И как вы видите, запускается интерпретатор. Или короткая фраза просто py. И тогда тоже запускается этот же самый Python, версия 3.8.2. Если
у вас установлено два питона, к примеру, питон версии 2 и питон версии 3. Соответственно, вам просто нужно зайти и посмотреть. Если у вас здесь значения в переменной патч для обоих питонов, они там должны быть для обоих. И посмотреть, как называются ярлыки запуска. Если они и там называются просто как python.exe, соответственно, ничего не получится. Вам здесь тогда нужно будет создать дополнительно, к примеру, копировать, вставляете его и называете этот файл python 3. В python 2 делаете то же самое. И если вы сюда зашли, у вас здесь не оказалось в переменной патч путей к интерпретатору и папке скрипт, вы ее просто добавляете. Обратите внимание, здесь пути перечислены через точку с запятой без пробела. То есть вы заходите в папку Python, копируете этот путь, вот он, и вставляете сюда. Потом заходите в папку Scripts, копируете этот путь и вставляете в значение переменной среды патч и нажимаете ОК. После этого перезагружаете, к примеру, консоль интерпретатора или то, что у вас открыта командная строка, перезагружаете, и у вас начинает работать ваш Python. Кроме того, обращаю еще внимание, когда работаете с пакетным менеджером pip, смотрите, у вас могут возникнуть следующие ошибки, даже если с переменной патч все нормально. К примеру, вот предупреждение. Используете pip такой-то версии, к примеру 19.2.3, но уже есть более новая 22.3. Если эта надпись желтая, ничего страшного, все работает. Если вдруг она красная, вам необходимо ввести следующее значение. Вот команда, которую вам нужно ввести. Python -m pip install пробел 2 прочерка upgrade pip. И тогда установка произойдет нормально. И если вдруг вы увидите вот такую надпись error, то есть не получилось установить, смотрите, это я для примера ввел вот эту надпись, но без Python -m. Python установлен в Program Files, но видя вот такую надпись, к примеру, pip install upgrade или pip install какой-то модуль, pip может попытаться установить его не в ту директорию. Смотрите, он пытался ее установить вообще в C users PHS. Если видно, не знаю, на видео. Если выскакивает такая ошибка, то вам тогда нужно будет вводить следующее. К примеру, устанавливаете через pip какой-то модуль. Pip install, например, pinstaller. Возникает такая ошибка. Значит, вы вводите следующее. Подставляете Python -m pip install и модуль, который вы хотите установить. В таком режиме pip исполняется как скрипт, и это позволяет избежать вот такой вот ошибочки. Кроме того, еще обратите внимание на следующее. Если вы уже много раз переустанавливали Python в разные места, может случиться так, что у вас в переменных среды патч, в переменной среды патч осталось много значений для Python. То есть он его забыл удалить. К примеру, у вас в этой переменной среды патч остался путь к интерпретатору по такому-то адресу. Здесь добавился еще один путь к интерпретатору по другому адресу. Такое может быть, если вы Python переустанавливаете в разные директории. То есть тут удалили, тут установили, а он забыл сам себя удалить из переменной среды. Вы заходите и удаляете не переменную среды, а непосредственно путь к интерпретатору. То есть, как видите, переменной среды может быть несколько. Патч и патч. Они друг друга никак не конфликтуют, но если здесь будут указаны разные пути, то он может быть к разным местам расположения Python. Он может пользоваться какой-то из них, а на самом деле Python там уже нет. То есть вы заходите в переменную и удаляете какой-то конкретный путь. На этом в принципе все. Урок окончен. До следующих видео. Пока.